Всем привет! Сегодня я хочу поделиться собственными советами, как быстро написать эссе, либо какую-либо другую академическую работу, не очень длинную, потому что как бы мы хорошо не организовывали обучение, как бы там все не дробили, не распределяли, бывает такая ситуация, когда сдавать уже вечером эссе, например, или вообще через пару часов, а в голове белый шум. И вы вообще не понимаете, о чем писать, зачем писать, что писать. В общем, катастрофа катастроф. Такое бывает. У меня такое, приличное количество раз было. Я разработала прям такую систему, которая помогает лично мне. Надеюсь, она поможет кому-то из вас, поэтому делюсь. И сразу скажу, что в основном все советы направлены на то, чтобы, во-первых, устранить белый шум, то есть чтобы как бы войти в тему, чтобы мысли же зашевелились, то есть чтобы у вас какой-то мыслительный процесс пошел, тогда уже как бы и эссе пойдет, потому что когда у вас пусто в голове, очень сложно что-либо писать, а когда как-то вы раскочегарите себя, уже немножечко полегче. Какие-то мысли все-таки будут появляться. Плюс наполнение самого эссе, то есть как растянуть, по сути, то, что вы должны написать, но не показаться водянистым, водяным, но все-таки как-то каким-то смыслом наполнить, но не прям так, чтобы вот как за 2 секунды написать эссе, нет, такого не будет. И первое, как раз-таки, что я посоветую, это то, что поможет устранить белый шум в голове, это все-таки пробежаться по тем материалам, которые вам уже дали. Возможно, вы их рассматривали, возможно, вы не успели, но неважно, вам нужно войти в тему. То есть, возможно, вы когда-то давненько уже, там какое-то количество времени прошло, вы просто забыли, не можете вспомнить. Если нужно очень быстро, я обычно прохожусь, во-первых, по названием, потом по вступлениям, по выводам, то есть не читаю, да, иногда бывает, что не читаю весь объем, если это какие-то учебные, если это какие-то исследования, там всегда есть вступления, выводы, какие-то заключения и так далее. Я в основном поэтому прохожусь и так сквозь текст пробегаюсь. Но общее понимание о том, что нужно писать, о чем вообще пойдет речь, оно помогает составить. И плюс, конечно же, вы сразу можете выдирать оттуда прямые цитаты, либо перефразирование, потому что это всегда очень нужно, это всегда очень важно, это показывает то, что вы покопались в теме, вы нашли цитаты, вы нашли материал и так далее. В общем, я так обычно пробегаюсь и какие-то вот выцепливаю то, что мне нравится. Обычно беру 1-2 прямых цитаты и 1-2 перефразирования. То есть я читаю какой-то там абзац, который мне показалось, что это важно. Я его читаю, перефразирую, сразу выделяю, как бы делаю пометку, что откуда это, с какой страницы, правильное цитирование сразу делаю. То есть не думаю о том, что вот сейчас я закончу, потом все это сделаю. Нет, я делаю сразу правильное прямое цитирование, выделяю в текст эти все моменты, потому что зачастую у меня в электронном виде, и вставляю прямо это все дело. И второй момент как раз-таки поиск еще сторонних источников, потому что у меня в университете пишется так, что нужно как минимум там 2 источника из чтения недели и как минимум 2-3 источника внешних, поэтому идем в Google Академию, заводим нужные слова, которые вам нужно искать, и прям то, что первое выходит, то, что по названию вам подходит, открываем, читаем, не введение, как-то резюмирование исследования, если подходит, открываем в другом окошке, тоже просматриваем, тоже там введение, выводы. Я обычно в исследованиях копаюсь именно в методах только там, где мне действительно интересно понять вообще механизм. Когда я спешу, выводы — это наше все. Опять-таки выдираю несколько цитирований, несколько каких-то прямых цитат, несколько перефразирований и, в принципе, какие-то мысли, которые опять-таки, начинают возникать, когда я начинаю копаться в этом всем материале. Я это все старательно выписываю, опять-таки сразу оформляю, сразу вот файлик, который будет будущим эссе, и уже получается за счет этих всех цитат и перефразирований уже получается приличный материальчик. Следующее, то, что обязательно должно быть в любом эссе, в любой академической работе, это вступление и выводы. Обычно вступление я вот как раз-таки пишу после того, как насытилась всей этой информацией, я пишу вступление. И очень полезно, это в принципе обязательно, но многие пренебрегают во вступлении задавать вопрос, на который вы будете отвечать. Это очень полезно с точки зрения того, чтобы разогнать ваши мысли. То есть, когда вы задаете сами себе вопрос, вы потом легче вам, в общем, строить дальше повествование, потому что вы начинаете на него постепенно отвечать, и как-то мысль хоть как-то идет одна за другой. Если же вы просто сделаете такое очень водянистое вступление, хотя его тоже можно делать, если вообще сил нету, какие-то общие мысли, общие фразы о том, как все это важно для науки или для вас, или что это привносит в нашу жизнь, там, в образование в моем случае и так далее. И потом уже за счет того, что у вас есть уже вот этот массив из цитат, вам, в принципе, их нужно только соединить какими-то
фразами своими собственными, чтобы они уже перемешивались с тем, что вы уже сделали. Еще один способ, который меня выручает очень сильно, но я им как бы так пользуюсь наполовину, в том плане, что если вот вообще ничего нету, даже после всех этих цитат, после всего-всего-всего, ну вот не идет, не можете вы написать ни слова. Все пустой экран, даже если там у вас есть цитаты, ну, в общем, не получается. Я просто завожу название своего эссе или своего вопроса, или просто то, что я разбираю, и смотрю какие-нибудь просто статьи на эту тему. То есть либо блоги, либо какие-то там, ну, за счет того, что у меня образование, много университетских каких-то статей на эту тему выходит и так далее. В общем, я беру то, что мне нравится, беру в переводчик и перегоняю несколько раз перевод там с английского на русский, с русского на английский, потом опять, и потом просто читаю, что же там хотел сказать автор, хотя после двойного перевода, в принципе, уже большинство говорит о том, что можно пользоваться. Нет, я так все-таки не делаю, но есть какие-то слова, на которые можно опереться, и потом я просто пытаюсь перефразировать то, что сказал человек, я обычно потом увлекаюсь, вообще все переписываю, но вот этот вот толчок это дает, то есть вы хотя бы это в такой более свободной форме читаете о том, о чем вам нужно написать. То есть можно какие-то мыслишечки оттуда тоже ну, вытянуть. Вот. Но как бы запустить этот процесс это очень сильно помогает. Иногда, да, я перефразирую очень много, что-то добавляю, что-то расширяю, что-то убираю. В общем, как-то, когда у вас есть хоть какая-то основа, какой-то текст, вам уже легче дальше работать. И еще то, что я всегда после всего этого делаю, обязательно проверка на плагиат, потому что, в принципе, американские вузы, они говорят о том, что один плагиат и все, аривидерчи, поэтому это очень важно и нужно. Вот, поэтому, ну, там, конечно же, определяются прямые цитаты, но вот этот ваш перефразированный текст, он все-таки должен быть больше 80%, потому что, да, бывает, что какие-то есть клишированные фразы, которые постоянно выбиваются, но без них иногда никак. Вот, поэтому на плагиат обязательно проверяем. И последнее, что я советую, даже если у вас очень мало времени, даже если вы очень сильно спешите, обязательно отложите на какое-то время свою работу. Вот вы написали, вроде бы все сделали выводы. Ну, выводы, в принципе, очень несложно, как раз-таки легко сделать, когда вы все читаете. Там подытожили, тоже рассказали, что это принесло, как вы разобрались, что это вам сделало, что сделало для общества, ну, в зависимости от той науки, которую вы для чего вы пишете. И вот в этот момент лучше отложить, куда-нибудь пойти, чайку попить, походить, что-нибудь повтыкать в интернете, неважно. Вам нужно немножечко отойти от своей работы, потому что когда вот мы очень много часов сидим, пытаемся что-то из себя выдавить, у нас глаз замыливается, особенно если мы там уставшие, если мы и так были не огонь. В общем, может очень много ошибок быть, а мы их не видим и так далее. В общем, отдыхаем на какое-то время, хотя бы немножечко откладываем, возвращаемся, полностью перечитываем, удаляем все, что там кажется нам бредом, прогоняем еще через какую-нибудь проверялочку, через плагиат, еще разочек на всякий случай, это никогда не бывает лишним, и все, ваше эссе готово. Мне этот план очень много раз выручал, помогал, даже когда у меня есть мысли, иногда бывает, что вроде бы у вас такой ворох мыслей о том, что вы можете рассказать, что вы хотите рассказать в вашем эссе, но вот собрать их в какую-то структуру очень сложно. И вот эти прямые цитаты, ресерчинг других блогов и всего прочего, то есть исследования, то, как люди другие пишут об этом же вопросе, это очень сильно помогает. Это заводит мозг, выводит его на новый уровень. И какое-то время, вот знаете, короткий промежуток времени, даже если вы уставшие, вы успеваете за это время написать эссе, и оно выходит не идеальным, не на А с плюсом, но вполне себе приличным. Как минимум вы не упадете там, в рейтинге, например, если у вас такая накопительная система, как у меня, вы сделаете что-то более-менее приличное. Надеюсь, вам это поможет, кому-нибудь что-нибудь подскажет. Удачи вам во всех ваших письменных работах. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.